Мы продолжаем работу над книгой о татарской кухне. И сегодня будем готовить очень замечательное в своей простоте блюдо, которое называется «Жаркое по-татарски» на скорую руку по книге Юнуса Ахметзянова. В книге написано: нарежьте мясо длинными ломтиками и кусками по 3-4 сантиметра. Мясо очень нежное, поэтому будет готово довольно скоро, я это вижу. Кроме того, мясо достаточно жирное, жирок вытопится, но для начала процесса я бы все-таки налил немного растительного масла в эту кастрюлю. В книге написано, что на 1,5 килограмма мяса надо взять 200 грамм масла. Я согласен с этим количеством вполне. Это будет хорошо, это будет вкусно. Только не написано, какого масла. Растительного или сливочного, а может быть лучше топленого. Поэтому я разделю задачи для масла. На растительном масле будет обжариваться говядина, и это получится очень вкусно, очень хорошо. А вот лук, обычный репчатый лук, в книге написано пассеровать его. Вот его будем пассеровать на топленом масле, и это тоже получится восхитительно вкусно. Отправляем мясо в неглубокую кастрюлю, либо в сотейник. Можно взять, вообще-то говоря, и глубокую сковородку. Тоже все поместится и получится очень хорошо, потому что блюдо это должно готовиться по слоям. Мясо восхитительное, знаете, только опустили его, только начали жарить, а оно уже так вкусно, так аппетитно пахнет. Не забыть посолить, поперчить, добавить лавровый лист, но главный орнамент нашего вкуса, главная нота нашего вкуса – это пассерованный лук. Знаете, не хочу его резать тонко. Можно ведь порезать тонко и так потомить, но будет такая кашица из лука. Нет, я хочу, чтобы лук сохранился в виде лука, поэтому нарезаю его толстыми кольцами, буквально едва ли не по сантиметру толщиной. Топленое масло, все на сковороду, и сверху этого топленого масла лук. Пусть обжарится, пусть зарумянится, пусть даже покраснеет. Хотя, вообще-то, если говорить всерьез, то это не будет считаться пассерованным луком. Это будет считаться именно обжаренным луком. Вот как жарить мясо? Медленно или быстро? На слабом огне или на сильном огне? Надо понимать, что мясо получится по-разному. Я думаю, что необходимо отрегулировать умеренный огонь, средний огонь, так, чтобы мясо, полежав одним бочком на сковородке, 3 или 4 минуты, уже покраснело. 1,5 килограмма мяса. Столько продуктов требует соли. Чуть больше, чем столовая ложка без верха. Сразу посолим. Потому что именно сейчас, пока из мяса еще выделяется сок, соль может раствориться и пропитать мясо. Когда мясо уже подсохнет, его потом солить бесполезно. Крупинки соли так и останутся на его поверхности, но не проникнут вовнутрь. С одной стороны лук уже вполне пожарился. Приобрел этакий аппетитный румяный цвет. Превосходно. Переворачиваем, пока не поздно. Я видел такой способ приготовления лука в Марокко, где лук используется вот не как для соуса. Для соуса мелко порезали, пожарили, и он разошелся по всему соусу. А вот так, чтобы толстыми ломтиками, и чтобы он оставался как один из ингредиентов. Как куски мяса, как куски картошки. Красиво, аппетитно. Вот оно и пахнет точно так же. Красиво и аппетитно. С мясом все понятно, с луком тоже все понятно. А как будем нарезать картошку? Я предлагаю нарезать ее, такими же хоккейными шайбами. Чуть толще лука. Будет хорошо, будет вкусно. Самое главное, будет красиво, потому что это блюдо Юнус Ахметзянов предлагал подавать прямо в той сковородке, в которой готовили. Понимаете? Приготовили сковородки, принесли на стол, поставили, вот, нате, ешьте. Это же здорово, когда горячая, пышущая жаром сковородка стоит на столе, еще все шкварчит, а аппетит ровно такой, как надо. Ровно такой, как у меня сейчас. Не забыть бы на фоне вот этого повышенного аппетита добавить черного перца к мясу. А как же? Мясо и без черного перца это будет не по-татарски. В книге присутствует совет добавить лавровый лист. Когда и куда? Вы знаете, очень опытные повара лавровый лист
Если у них есть чугунная плита, кладут на чугунную плиту и дают ему слегка поджариться. Он раскрывает свой аромат. Не понимаю, почему бы не опустить лавровый лист прямо в жир? Именно в жире, именно в масле расходятся лучше всего все ароматические вещества, в том числе ароматические вещества и от лаврового листа. В тот самый момент, когда мясо уже очень похоже на шашлык, берем готовый лук, готовый подрумяненный лук и перекладываем его прямо поверх мяса. Поверх лука раскладываем ломтики картошки. Предвижу вопросы от зрителей и читателей. Сталик, ну таких ли простых блюд мы ждем от вас? Вы знаете, вот обычную картошку возьми и пожарь так, чтобы это был шедевр. Чтобы восхищались гурманы и знатоки. Вот это самое трудное. И в таких блюдах, где есть всего лишь навсего 2-3 ингредиента, где ничего не скроешь ни за счет кетчупа, ни за счет майонеза, никакими украшательствами. Что ты приготовил, то человек и поест, то человек и попробует. В таких блюдах и проявляется мастерство повара, которое состоит, собственно говоря, в очень простом. В умении правильно произвести термообработку продуктов. Ну, попросту говоря, пожарить мясо, пожарить картошку. А в данном случае мы картошку будем не жарить, не варить, не тушить, а парить. Потому что сейчас вот на самое донышко, уже к обжаренному мясу, подольем вот этот восхитительный бульон из говядины. Знаете, откуда он у меня взялся? Вот ровно оттуда же, откуда это мясо. Потому что я никогда не покупаю мясо на рынке без костей. Я никогда не беру одну мякоть. Нет, я с самого начала распределил мясо таким образом, что из костей я сварил бульон. Хорошее мясо там для стейков, для шашлыков и так далее, для какого-то быстрого приготовления я отложил в сторонку. А вот это мясо для тушения. Я сразу отложил его, даже подписал. Для тушения. Да, мясо у нас сейчас обжарилось, а теперь оно вот вместе с бульоном, вместе с соком, который будет выпускать из себя картошка. Картошку ни в коем случае не забывайте посолить. Соль у нас есть в мясе, там внизу. Соль оттуда не выпрыгнет на картошку. Лук не надо было солить, лук пускай остается сладким. Солененькая картошка, приятная, слегка островатая от черного перца мясо, лук на топленом масле, которое даст аромат. Куда девать это топленое масло? Куда девать это топленое масло? Нет, вот сюда, прямо на картошечку. Это невероятно вкусно. Это все будет невероятно вкусно. Подождем минут 40. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Это были самые тяжелые 45 минут за всю историю нашей съемочной группы. Вынести эти ароматы было просто очень тяжело. Кажется, и до соседей дошло, несмотря на то, что мы готовим пока что еще в нашем любимом зале. На фоне нашей любимой кухни. Готовим наши любимые, простейшие, народные рецепты, с которыми ничто не сравнится. Ничто. Одну ошибку я все-таки допустил. Катастрофическую ошибку. Сколько у меня есть красивых сковородок больших. Садж есть, азербайджанский садж. На садже тоже можно было приготовить это блюдо. Нет, я взял какую-то нержавеющую кастрюлю. Потому что и нержавеющие кастрюли, и в красивой чугунной сковородке, и в алюминиевой кастрюле
все получится точно так же вкусно, если вы будете соблюдать элементарные правила кулинарии, элементарные законы природы, которые влияют на кулинарию. Посмотрите, у нас ничего не разварилось. Посмотрите, у нас получился отменный соус бульон. Сюда бы хлебушком помакать, и больше ничего не надо, по сути дела. И сейчас вот это блюдо понесем фотографировать. И подпись к этой фотографии, знаете, какая будет? Татарское жаркое – залог семейного счастья. Что очень важно, это блюдо на самом деле готовится очень быстро. С момента, как мы зажгли огонь, и вот до готовности блюда прошел всего лишь навсего 1 час. Да, это не яичница и, извиняюсь за выражение, не доширак заварить. Но это полноценное горячее блюдо, которое можно приготовить вот как раз, когда вдруг внезапно пришли гости. Для этого, дорогие друзья, мы всего лишь навсего всегда в холодильнике должны иметь бульон, небольшой кусочек говядины про запас и, разумеется, картошку. Приятного вам аппетита, дорогие друзья!